Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня хочу вам предложить связать вместе со мной вот такие вот красивые тапочки-следочки на размер 38-39. А, Значит, вязать я буду их тунисским крючком верхнюю часть. Далее боковые части и подошву и задник я буду вязать спицами. Значит, как я это буду все делать? Сначала свяжу вот верхнюю часть, потом обвяжу весь верх и перейду на подошву. Ну, соответственно, потом на задник перейду. Для вязания мне понадобится крючок для тунисского вязания номер 2,5, также круговые спицы номер 3. Если вяжете свободно, то можете взять номер 2,5. Я вяжу плотно, поэтому, чтобы совпадала плотность вязания, я взяла спицы номер 3. И для обвязки верха мне нужны будут спицы номер 2,5. Так, какая у меня пряжа? Вот такие вот остатки все собрала. 3 оттенка зеленого взяла, голубой, серый, белый, желтый. И основная пряжа, цвета можно подбирать любые. Какой будет подходящий цвет? У меня вот такой вот кремовый. Значит, это акрил стопроцентный в 100 граммах. Что здесь? 250 метров и 240 метров. Вот 240 и 250. Разные. Значит, так, дальше. Так, дальше. Вот так сняла его с манекена. Сейчас вам сразу замерю полностью его весь в длину. Вот, смотрите, 23,5 сантиметра он у меня в длину. Значит, размер. Если вам нужен будет размер маленький, вот эту вот часть, боковую часть, провяжем меньше рядов, на пару рядов. Ну, я по ходу вязания видео говорила, где больше провязать рядов, где меньше, на какой размер. Так. И точно так же по ширине. Если маленький размер 36-37, на пару петель по мыску провяжем меньше. Вот это что хотела сказать по поводу размера. Ну вот, это что по поводу размера. Ну, вроде бы пока все остальное, все по ходу вязания, все буду забирать в сантиметрах, чтобы вам легче было сориентироваться, потому что у всех плотность вязания разная, и пряжа может быть разная. Возьмете пряжу тоньше, размер у вас получится меньше. Возьмете пряжу чуть потолще, соответственно, размер получится больше. Переходим к просмотрам. Крючок номер 2,5. Вяжу сейчас цепочку с 12 петель. Набираю 12 петель. Провязала цепочку, теперь ввожу крючок в каждое звено и вытягиваю одну петельку. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и вот последняя, 12. Так, это у нас первый ряд. Возвращаемся обратно. Сразу захватываю ниточку и по 2 петельки возвращаюсь обратно. Идем в начало ряда. Со второго ряда я в начале и в конце ряда буду делать по одному накиду. Расширять мысок будем. Так, теперь первая на спице, вторую провязываю. Накид делаю на себя. Далее подхватываю. Провязала. Подхватила петлю, провязала. Так идем в конец ряда. И точно так же, не довязывая 2 петли, сделаю один накид в конце ряда. Осталась кромочная и вот еще одна. Опять делаю накид на себя. Одну провязала. Последняя. Я подхватываю под 2 дужки крайних. Захватила и возвращаюсь опять в начало ряда. Так провяжу 7 рядов. Накиды буду делать в каждом ряду, в начале и в конце ряда.
Провяжу 7 рядов, потом начну делать узор. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов, извините. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. С 7 ряда у меня будет узор. Значит, вяжем, расширим мысок. Опять первая на спице, вторую провязала, одну набросила. Вот он наш накид, который был. Провязываем его. И далее по одной идем в конец ряда и точно так же сделаем в конце ряда один накид. Так, провязала я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 рядов. Всего у меня сейчас 22 петли. Теперь далее переходим к схеме. Будем вязать по схеме узор. Так, что у нас здесь? Вот смотрите, сейчас я поближе камеру поднесу. Значит, я начала с 12 петель, расширила. Вот сейчас с 7 ряда я буду начинать вязать узор. Если вы хотите, чтобы мысок был повыше или это больше размер, можно провязать еще 1-2 ряда, и мысок будет больше. Значит, теперь можно видео остановить, сделать скриншот. Я буду вязать 2 слитка в зеркальном отражении. Значит, опять эти вопросы по поводу зеркального отражения. Вот нарисовала одну схему фломастерами. Теперь переворачиваю схему. Она у меня просвещается на второй стороне. Я ее опять обвела фломастерами, и они получились вот друг на друга будут смотреть. Вот одна нарисовали, вот вторая. Вот получается вот так вот. И вот вторая. Значит, что я сейчас сделаю? Я каждого цвета нарежу вот такие вот нитки. Так будет проще, чтобы не запутывались нитки. Довязываю до конца ряда и просто эту нитку вытаскиваю в конце ряда. Все. Значит, так, сейчас я буду вязать вот по вот этой вот схеме. Смотрите, у меня здесь 3 цвета идет. Темно-зеленый, светло-зеленый и зеленый. Так я их определила. 3 оттенка зеленого. Значит, когда схему перерисовала, смотрю, в принципе, можно использовать всего лишь 2. Темно-зеленый и светло-зеленый. Вот здесь вот просто несколько клеточек зеленого. Ну, я его сейчас, когда буду вязать, буду его называть. А вы можете, конечно, провязывать одним цветом. Особой разницы не заметила. В общем, сделала 3 цвета. Ну, остатков у меня сильно много, поэтому... Так, ну что, начинаем вязать. Значит, сейчас что мы делаем? Провязываем первые 7 петель основным цветом и переходим к узору. Так, вяжем. А еще что забыла сказать, основной цвет размотаем на 2 моточка, потому что по бокам, по узору я буду вязать из разных моточков, чтобы не делать большой протяжки. Основной цвет вот здесь вот один клубочек, и здесь мы прикрепим один клубочек. Значит, кто может вязать по схеме, можете сразу продолжать вязать по схеме. Кому тяжело, оставайтесь вместе со мной. Я сейчас попетельно провяжу вот этот вот весь узор. Он небольшой, всего 18 рядов. Так, значит, это у нас получается 7 ряд, но узор я буду отсчитывать с 1 ряда. Буду называть 1 ряд, так будет удобней. 6 рядов провязали до начала узора. Это у меня 6 рядов, у вас может быть больше или меньше. Далее, сейчас 1 ряд узора. Значит, этот ряд я буду вязать без прибавок. Буду делать накиды через один ряд. Всего у меня будет 28 петель по мыску. Если размер маленький, оставьте 26 петель. Так, первая на спице считаю вместе с кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Основным цветом провязали 2 петли темно-зеленым. Вначале будет много хвостов, но ничего, потом их все попрячем. 1, 2. 2 темно-зеленым, 3 светло-зеленым.
2 петли зеленым, что ж я тут 2 зеленым провязали, и последняя по узору 1 темно-зеленым. Все. Теперь подключаю, подвязываю вторую нить, основной цвет, и продолжаю до конца ряда. Все вяжу основным цветом. Должно быть 7 петель. В этом ряду накида нет. 1, 2, 3, 4, 5. И вот они 2 остались. 6, 7. Так, возвращаемся в начало ряда. Все вяжем по узору. Зеленый над зеленым, светлый над светлым, темный над темным. Я сейчас пройдусь обратный ряд. Далее по ходу вязания я обратные ряды снимать не буду. Захватили. Теперь немножечко провяжем, потом эти хвостики все можно будет сразу попрятать, чтобы они не мешали. Зеленый провязали. Теперь что у нас там дальше было? Просто зеленый. Две зеленым. 3 петли светло-зеленым провязываем. И последние 2 темно-зеленым. Вот здесь нить, я их перебрасываю. Эту сюда, а эту с-под нее подтянула. Все, и оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Первый ряд закончили. Второй ряд узора. Первые 6 петель провязываем вместе с накидом. 1, 2, вторую провязала, 1 накид сделала. Это 3, 4, 5, 6 провязали. Далее 2 петли серым. Серый цвет. Сильно темный серый не берите. Две серым, 1 белым. У меня белоснежный такой вот цвет, чтобы он отличался. Одну белым провязали, 2 темно-зеленым. Одна светло-зеленым. Две темно-зеленым. Одна зеленым. Одна светло-зеленым. И последние 2 темно-зеленым цветом. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Делаем в конце ряда 1 накид. 1, 2, 3, 4, накид 4. И последние 2, 5, 6. Все. Теперь возвращаемся в начало ряда по узору. Это у нас был второй ряд. Захватили и поехали в начало ряда. Третий ряд узора, пришли в начало ряда. Значит, первые 5 петель, в этом ряду накида нет, провязываем основным цветом. 1 на спице,
2, 3, 4, 5. 5 провязали. 1 серым. 4 белым. 4 темно-зеленым. 1, 2, 3, 4. 1 зеленым. 2 светло-зеленым, 2 петли светло-зеленым провязываем. И 2 темно-зеленым. Так, оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом и возвращаемся в начало ряда. Это у нас 3-й ряд. Один, 2, 3, 4, 5. Все, закончили. Четвертый ряд узора. Первый на спице, вторую провязали, 1 накид, 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель основным цветом вместе с накидом. 1 серым. 1 петлю провязываем серым цветом. 2 петли желтым. Небольшую ниточку срезала. 2 белым. 2 светло-зеленым. 2 темно-зеленым. 2 светло-зеленым провязала, 2 темно-зеленым. 1 светло-зеленым опять. 1 зеленым. 1 темно-зеленым. 2 светло-зеленым. И 1 темно-зеленым последняя. Так, оставшиеся петли провязываем все основным цветом. И делаю 1 накид. 1, 2, 3. Накид на себя. 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С этой стороны 6 петель. С этой 5. Потом выровняются они у нас по узору. Так, все провязали. Возвращаемся в начало ряда. Это у нас был 4-й ряд. Пятый ряд узора. Провязываем первые 5 петель основным цветом. Накида в этом ряду нет. 1, 2, 3, 4, 5. 1 серым. 1 желтым. 1 серым. 2 светло-зеленым.
одна зеленым, две темно-зеленым, две белым, одна светло-зеленым, одна зеленым, две белым, две темно-зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом и возвращаемся в начало ряда. Это у нас был 5-й ряд узора. Шестой ряд узора. Здесь у меня будет последняя прибавка, последний накид. Я сделаю все, на этом расширение закончилось. Первые 5 петель вместе с накидом провязываю основным цветом. 1, 2, 1 накид сделала, 3, 4, 5 провязали. 1 серым, 1 белым, 1 серым, 3 белым, 1, 2, 3 белым, 2 зеленым, 2 темно-зеленым, 4 белым, 1, 2, 3, 4 белым. Так, дальше у нас 1 зеленым, 3 белым, 1 темно-зеленым и 1 светло-зеленым. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. 1, 2, сделала накид, 3, 4, 5. Все. Это был 6-й ряд, закончили. Возвращаемся в начало ряда. Вот видите, он через ряд сделали, и мысок закруглился. 7-й ряд узора. Первые 5 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 белым, 1 светло-зеленым, 2 белым, 2 темно-зеленым, 2 светло-зеленым, 3 белым, 1 серым. Смотрите, если нитка осталась далеко, подвяжем новую нитку.
Одну серым провязали, дальше 3 белым. 1, 2, 3 и 2 темно-зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом и возвращаемся в начало ряда. Это у нас был 7 ряд. Довязываем до конца, возвращаемся. 8 ряд узора, первые 5 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 1 белым, 3 светло-зеленым, 1 белым, 1 светло-зеленым, 1 белым, 2 светло-зеленым, 2 темно-зеленым, 1 серым, 2 желтым, 1 серым, 1 светло-зеленым, 2 темно-зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. Так, это у нас 8 ряд. Довязываем до конца. Возвращаемся в начало ряда. 9 ряд узора. Первые 5 петель провязываем основным цветом. Так, 5 провязали. Далее 2 петли светло-зеленым. Одна белым. Одна светло-зеленым. Одна зеленым. 3 белым. 2 темно-зеленым. 1, 2. 2 темно-зеленым, 2 белым. 1 желтым. 1 серым. 3 белым. И 1 темно-зеленым. Все, оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом и возвращаемся в начало ряда. Это у нас был 9 ряд. Шесть, 7, 8, 9. Все правильно.
10 ряд узора, первые 5 петель провязываем основным цветом. Далее 1 светло-зеленым, 3 белым, 1 зеленым, 2 белым, 2 темно-зеленым, 2 белым, 1 серым, 1 белым, 1 серым, 3 белым, 1 темно-зеленым. Последняя. Все, провязали. Оставшиеся петли довязываем до конца ряда основным цветом. Это у нас 10 ряд. Возвращаемся в начало ряда. Довязываем самостоятельно до конца. 11 ряд узора. Первые 5 петель провязываем основным цветом. Далее 1 голубым, 3 белым, 1 серым. Смотрите, если нитка осталась далеко, ее можно поднять вот под ниточками, провести крючок и подтянуть ее, чтобы протяжки не было такой большой. Одну серым провязала, далее 1 белым, 2 темно-зеленым, 3 белым, 1, 2, 3, 1 светло-зеленым, 2 белым, 1 голубым, 1 белым и опять 1 голубым. И последняя 1 темно-зеленым. Все. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем все основным цветом. Это у нас что? 11 ряд. И возвращаемся в начало ряда. Заканчиваем 11 ряд. 12 ряд узора. Первые 5 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 1 голубым. 2 серым. 2 желтым.
одна серым, одна белым, три голубым. Так, откуда же протянуть? Теперь смотрите, чтобы не было большой протяжки. Одну под низом захватываю, а одну сверху. Все, перекрываю ниточку. 3 голубым провязали, одна белым, одна светло-зеленым, три белым, одна голубым, одна темно-зеленым и одна голубым. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем все основным цветом. Это у нас был 12 ряд. 13 ряд узора. Первые 5 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Одна голубым. Две белым. Одна серым. Одна желтым. Три белым. Две голубым. Три светло-зеленым. 3 петли светло-зеленым. Один, два, три. Одна белым. Одну белым провязали, 2 голубым. Одна темно-зеленым. И одна голубым. Оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом, заканчиваем. Это был 13 ряд. Возвращаемся в начало ряда. Обратный ход у нас. 14 ряд узора. Первые 6 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязали. Одна голубым. Одна белым. Одна голубым. Одна белым. И опять одна голубым. 3 белым. Одна голубым.
2 светло-зеленым. 1, 2. Так, что у нас здесь дальше? 1 голубым. 1 светло-зеленым. 1 голубым. И 1 темно-зеленым. Так, и еще 1 голубым. Все, последняя. Вот так вот. Оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. Возвращаемся в начало ряда. Это 14 ряд. Осталось совсем чуть-чуть. Вот. Вместе с обратными рядами, не спеша, за 2 часа максимум, как по мне, отвяжется этот мысок. 15 ряд узора. Первые 6 петель провязываем основным цветом. Две голубым. 3 белым. 1 голубым. 1 белым. 1 голубым. 1 светло-зеленым. 1 голубым. 1 светло-зеленым. 1, 2, 3, 4, 5. 5 голубым. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Забыл 15 ряд. Заканчиваем. Возвращаемся в начало ряда. 16 ряд узора. Первые 7 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 голубым. 2 белым. 5 голубым. 5 петель голубым цветом. 1. Да что такое здесь? 2, 3, 4, 5. 1 светло-зеленым. 4 голубым. 1, 2, 3, 4. И оставшиеся петли все довязываем основным цветом. Это был 16 ряд. Довязываем до конца, возвращаемся в начало ряда. Так, что у нас тут? 17 ряд узора. Первые 8 петель провязываем основным цветом. 4, 5, 6, 7, 8. 8 провязали. Так, далее что у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель голубым цветом. Так, сейчас еще раз пересчитаю, чтобы не ошибиться.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, да. 7 петель голубым цветом, 1 светло-зеленая. Так, далее опять вяжем голубым цветом. 1, 2, 3, 4. 4 голубым. Все. Оставшиеся петли все довязываем основным цветом до конца ряда. Это у нас 17 ряд и остался еще один. Все, довязываем, возвращаемся в начало ряда. Картина маслом, нитками. 18 ряд узора. Пришли к финишу, можно сказать. Вот, пожалуйста, в конце у меня запуталась нитка. Ну, так хорошо шла всю дорогу. Ну, это же такое. И я их распутывала. Так, первые 10 петель провязываем основным цветом. 10 петель провязали. Следующие, да, вот уже наша схема. Все, закончили мы. 10 провязали основным, теперь голубым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель голубым провязываем. Так, ну что еще? Вот. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, и оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. Значит, закончим этот ряд. И следующий, что у нас дальше будет, все буду вязать основным цветом до самого разъема. Провяжу до конца весь мысок, замерю, вернусь в сантиметрах его. И будем делать разъем на 2 части вязать. Так, все, закончили. Можно сказать, закончили. Смотрите, сейчас 1, 2, 3, 4, да? Плохо вижу отсюда. 4 провяжу ряда. Хотите повыше, можете 5 рядов провязать. Довяжем. И вот вернусь, провяжем одну половину, потом провяжем вторую половину и пойдем дальше. Значит, довязываем мысок до конца, встречаемся. Так, закончила я вязать мысок. Высоту у меня 28 рядов получилось. Вот так вот. Теперь что будем делать дальше? Ниточки по изнанке все попрячем, хвостики зачистим. Я это делаю крючком. Под нитками просто заправляю, подтягиваю вверх-вниз, влево-вправо. Попрячем все хвостики и пообрезаем. Немножко накосячила здесь, но на камеру не так-то просто. И в камеру смотреть, и за ниткой следить. Да, вот. Все, она не вылезет. Проверено, в машинке стирала, ничего. Значит, теперь что я сейчас делаю? Надо это дело замерить. Что у нас здесь в ширину? У меня прям квадрат получился. Высоту у меня 28 рядов и в ширину 28 петель. Так, 9 сантиметров ширина. И высота у меня, подлезть бы сюда. И высота, ну вот, почти 10,5. Значит, так, теперь замерила, зачистила. Что мы теперь делаем? Теперь будем вязать сначала вот правую половинку свяжу, потом левую половинку свяжу. Сделаем посередине разъем. Значит, сейчас провязываю 10 петель. Первая на спице, считаю с кромочной. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Возвращаюсь обратно. На 10 петлях
буду вязать, провяжу 11-12 рядов. И вот с боковой стороны сделаю несколько прибавок. Значит, прибавлю, у меня будет всего 14 петель, боковая часть. Если размер 36-37, оставьте всего лишь 12 петель, чтобы не была сильно высокая пятка. В общем, сделаю прибавки, увеличу подъем вот этот вот на пятку. Сейчас провяжу 11 рядов, 12 без изменений. А потом буду делать прибавки. О, пришла в конец ряда. Все, вяжу все основным цветом. 4, 5, 6, 7, 8, 9. И под 2 дужки здесь 10. Всё, продолжаем. Так, провязала я 11 рядов в высоту. Теперь 12 ряд. Точно так же все провязываю, не довязывая 2 петель. Опять на себя делаю накид 1. Последние 2 провязываю. Добавила 1 петельку. Возвращаюсь обратно. И через 2 ряда, сейчас 2 ряда провяжу, сделаю еще 1. Потому что если в каждом ряду делать, сильно резкий подъем получится, поэтому я через 2 ряда сделала. Так, провязываю сейчас еще 2 ряда. Так, провязала я 2 ряда, делаю опять добавку. Опять сделала накид. Довязываю. Значит, сейчас я довяжу до пятки. Нужную мне длину провяжу. У меня высоту будет 28 рядов, кажется. Сейчас я пересчитаю и довяжу до конца, замерю в сантиметрах. Да, 28 рядов. Опять же, если размер меньше, можно на пару рядов, не можно, а нужно провязать меньше, длину меньше, потому что у меня 38-39. Ну вот 40 немножечко не хватает одного-два ряда. Поэтому я на 38-39 ориентировалась. Если размер 36-37, то тогда оставьте вот эту вот длину где-то 26 рядов. Опять же, плотность вязания у вас разная, пряжа может быть разная. Поэтому замерю в сантиметрах свою длину, а вы уже будете в сантиметрах ориентироваться по своему размеру. Значит, сейчас довяжу до конца и закрою петли. Перейдем на вторую сторону вязать. Довязала боковую сторону до конца. Сейчас буду закрывать петли. Так, что у меня здесь получилось? Ну вот, где тут начало? 10 сантиметров, чуть больше, почти 10,5. Так, теперь что делаем? Закрываем петли. Крючок ввела и протянула через петельку. Под петельку ниточку вытянула и протянула. Еще раз. Так, все, с этой половиной закончили. Теперь переходим на вторую часть. У меня здесь нитка оставалась. С 2 частей были по белой нитке. Так, теперь середина, проем, 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь должно быть 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь точно так же вяжем вторую часть. Опять 10 петель провязываю. Сделаю прибавки. Только теперь они у нас будут не в конце ряда, а в начале ряда.
Провяжем такую же длину. И потом перейдем, бортик будем вязать. Подъем. Пришли в начало ряда. Опять все то же самое. Первое на спице. И вяжем дальше. Значит, аналогично провязываем. Что я сейчас сразу покажу, чтобы потом заново не включаться. Прибавки. Вот провяжу опять же этих 11-12 рядов. Первая, вторая, набрасываем, прибавили. Вот прибавка у нас будет в начале ряда. Там было в конце ряда, а тут будет в начале ряда. И точно так же вяжем. Все. Значит, довяжем самостоятельно длину до конца. Я к вам вернусь и пойдем вязать дальше. Ой, заворачивается. Вообще-то это дело, когда вот верх отвяжется, если есть время, положить под мокрое полотенце и сверху еще желательно чем-то придавить. И все это тогда разровняется. И будет вот как вроде бы с-под утюга только вышло. Закончила вязать вторую половину, закрыла петли. Так, теперь буду сейчас обвязывать весь следок, сделаю подъем. Для этого мне нужны будут круговые спицы. Я возьму спицы номер 3. Почему? Потому что плотный верх, тунисское вязание. Поэтому, чтобы совпадала плотность, я буду вязать на спицах номер 3. Первый ряд я сделаю голубым цветом. Вот сразу последнюю петельку протянула голубую нить. Теперь здесь кромочные петли плотные. Спицы не удастся мне вытянуть петли, поэтому я буду вытаскивать их крючком. Значит, под двумя дужками вот так сразу набираю петельку. И по всему следку голубым цветом наберу петли. По боковой стороне у меня получится 56 петель. Впереди по мыску также наберу 12 петель. Значит, наберу петли и по изнаночной стороне вернусь, провяжу все лицевыми. Набираем и по изнанке провяжем лицевыми. Провязала по изнаночной стороне все лицевыми. Один ряд голубым. Теперь следующий ряд, второй ряд. Перехожу на белый цвет, на основной цвет. Он даже не белый, а кремовый какой-то у меня. Так, первую снимаю. Одну провяжу лицевой, одну сниму, не провязывая. Одну провязываю лицевой, одну сняла. Одну провязала, одну сняла. Так буду вязать до конца ряда. Одну провязала, одну сняла. Провяжем так все петли. Так, довязываю ряд до конца. Провязала, сняла, провязала и последняя изнаночной. Так, провязали, перешли на изнаночную сторону. Все делаю точно так же. Значит, первую снимаю. Теперь провязанная, это у меня белая петля, я ее провязываю лицевой. Снятую петельку снимаю. Опять нить вперед. Белую провязанную провязала лицевой, снятую сняла. Все, так вяжем до конца ряда. Опять идем. Одна лицевая, одну сняла, одна лицевая, одну сняла. Одна лицевая, одну сняла. Одну провязали лицевой, одну сняли, провязали лицевой, одну сняли. Довязываем ряд до конца. Так, лицевая сторона пришла в начало ряда. Далее все, голубой цвет мне больше не нужен. Все буду вязать далее основным цветом. Теперь полностью весь ряд я провяжу лицевыми. По изнаночной стороне я буду вязать вот такой вот узор со снятыми петлями. Одну провязала, чешуйки такие вот. Одну провязала, одну сняла.
Я подошву так вязала, и поэтому боковую сторону решила точно тоже так же провязать. Можно просто провязать все платочной вязкой, то есть все полностью лицевыми рядами. Значит, я сейчас провяжу 1, 2, 3, 4 полных ряда со снятыми петлями. Потом еще один ряд пройду изнаночными вот вместе с задником. Ну, до этого мы еще дойдем. Значит, сейчас что я делаю? Все вяжу лицевыми и по изнаночной стороне буду вязать со снятыми петлями. Так, полностью все провязываю лицевыми. Вяжем так до конца ряда. Довязала ряд до конца, перешла на изнаночную сторону. Первую снимаю, одну провязала, одну снимаю, одну провязала лицевой, одну сняла не провязанная нить. Заработай, да? Заработай нить. Опять одну провязываю лицевой, одну снимаю, одну провязываем, одну снимаем. Так я буду вязать по изнаночной стороне. По лицевой стороне я буду весь ряд вязать лицевыми петлями. По изнаночной стороне буду вязать снятые петли, вот делать. Чешуйки получится. Одну сняли, одну провязали, одну сняли, одну провязали. Одну снимаем, одна лицевая. Что у нас здесь получается? Пока еще не очень понятно. Так, значит, так я провяжу полных 4 ряда. По изнанке буду снимать в шахматном порядке, по лицевой стороне вязать лицевыми петлями. Так, снимаю, провязываю. Сейчас провяжу. К вам вернусь и будем заканчивать. Перейдем на подошву. Закончила я обвязывать мысок, верхнюю часть. Значит, что у меня в сантиметрах получилось? 2 сантиметра. Сейчас буду провязывать последний ряд. Значит, что я сделаю в последнем ряду? Так, вот дошла я до конца. Наберу петли по боковой стороне, вернусь обратно и точно так же наберу петли по этой стороне. Ну, когда буду вязать подошву, так будет удобнее, чтобы потом не вытаскивать петли. Так. Вот нужно на спицу. Опять же подушкой захватываю и вытаскиваю петельку. У меня будет здесь 19 петель. По одной набираем. Набрала петли. Теперь полностью все провязываю лицевыми. Из боковой части и по всему слитку довяжу до второй боковушки, до петель высоты пятки. И точно так же наберу с этой стороны. Так, первую снимаю. Поехали, все вяжем лицевыми. Довязала ряд до конца, теперь набираю с этой стороны петли. Да что такое, ну? Наберу петли и уже по лицевой стороне провяжу все изнаночными. Так, провязываю по лицевой стороне набранные петли изнаночными. Все, провязала эту сторону пятки. Теперь сейчас перейдем к подошве. Можно до подошвы, до начала провязать этот ряд. Я в этот раз нить обрежу, чтобы было у меня одинаковые изнаночные петли с двух сторон. И привяжу ее вот в начало ряда по подошве. Значит, теперь что сейчас делаю? Найдем
середину. От нее в каждую сторону отложим равное количество петель. Значит, у меня мысок был 12, по правилам нужно 12 набрать, но так как у меня узор по подошве нужно нечетное количество петель, поэтому я наберу 11 петель по подошве. Одна петелька разницы, ничего страшного. Вот начинается у меня снятые петли, будет начинаться одинаково и заканчиваться одинаково. Если вы будете вязать другим узором, например, просто платочной вязкой можно провязать, тогда вот 12 наберете петель или 10, опять же в зависимости от размера. Так, сейчас вот эти вот, что я сделаю. Так, подтянула все, скукожила. Перенесу петли на спицу. Так, вот этот вот хвостик потом подвяжем. Просто снимаю петли, переношу их. Так, дойду до подошвы и так, нашла вот средние 11 петель, взяла я на подошву. Теперь прикреплю сейчас ниточку вот здесь вот сзади. Так, значит, сейчас буду расширять мысок. Расширю до 15 петель. Смотрите, пока буду расширять, буду вязать все лицевыми. Потом перейду на узор со снятыми петлями. У меня будет 15 петель. Довяжу до конца боковой стороны. Не до конца, не довязывая 3 петель, я сделаю убавки. Убавлю до 9 петель и закончу пятку на 9 петлях. Вот так вот я сделаю. Значит, сейчас что мы делаем? Первый ряд провязываю все лицевыми. Все до конца вяжу лицевыми. Так, это у меня 11. Ага. Так, и последнюю тоже лицевая. Перешла на изнанку. Первую снимаю. Провязываю 11 и одну добавляю с боковой спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 провязала, одну добавила, тоже ее лицевой провязала. Перешли на лицевую сторону, опять продолжаю, первую снимаю, теперь добавлю одну вот со второй боковой спицы. Так, теперь что у меня было 11, стало 12, добавляю одну, будет 13. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И одну добавляю. Что это гудит так на улице? Подтянула. Все, перешли на изнаночную. Опять провязываю все и одну добавляю. Так расширю мысок, как я уже говорила. Ой, мысок. Ну, мысок, да. Подошву до 15. Если размер маленький, оставьте 13 петель. И потом перейду к узору. Значит, так, вяжем, расширяем. Первую снимаем. Так, расширила я мысок. Теперь дальше. Первую снимаю. Еще один ряд провяжу лицевыми. А по изнанке уже буду делать снятые петли. Хотя, в принципе, можно было и по лицевой стороне их делать. Ну, это опять же, кому как нравится. То же самое, что я буду делать по изнанке, можно делать и по лицевой стороне. Так. Так, вот у нас последняя теперь. Соединяю теперь 2 вместе, провязываю изнаночной петлей по лицевой стороне.
петельку с подошвы, петельку с боковой спицы, провязываю 2 вместе, соединила. Изнаночная сторона, первую снимаю, теперь первую провязала, точно так, как я обвязывала вот боковую сторону. Первую провязала, одну снимаю, не провязывая. Одну провязала лицевой петлей, одну сняла. Одну провязала лицевой петлей, одну сняла. Одну провязать, одну снять. Одну провязать, одну снять. Нить за работой. Провязали, сняли. Так, идем до конца ряда. Сняли и последнее провязали лицевой, кромочная вместе с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю лицевой петлей. По изнаночной стороне провязываю лицевой. По лицевой стороне 2 вместе буду соединять изнаночной петлей. Перешла на лицевую сторону, первую снимаю, все петли провязываю лицевыми. До конца ряда вяжем лицевыми. Так, перешла в конец ряда, последнюю петлю и петлю с боковой спицы 2 вместе провязала изнаночной. Теперь переходим на изнаночную сторону. Значит, первый ряд я начинала, одну провязывала, одну снимала. Теперь буду вязать в шахматном порядке. Первую буду снимать, вторую буду провязывать. Первую снимаю, не провязывая, следующую провязываю. И в следующем ряду по изнанке опять буду менять. Первую провязала, вторую сняла. Так в каждом ряду меняю, в общем, местами. Так, провязала, сняла, провязала, сняла. Вяжем так до конца ряда и последнюю петельку соединяем. Так я провяжу всю подошву. Так, вот тут еще не видно, это что там показывать. Вот так вот она у меня получается. Она более плотная, как вот двойная. Значит, что сейчас делаем? Провяжу так вот всю подошву и докуда 19 петель у меня было по боковой части, по пятке. Я отделила маркером. Почему сейчас, не довязывая 3 петель, я к вам вернусь и убавлю петли пятки, чтобы не было сильно широкий задник. Так, вяжем подошву, довязываем ее до конца. Так, одну сняла, одну провязала. Последние 2, изнаночная сторона, эти 2 вместе провязала лицевой. Все, соединили. Перешли на так вот. Провязала я всю подошву. Осталось у меня вот здесь по 3 петельки. Теперь я буду закрывать петли, убавлять петли на пятку. Первую снимаю. 2 вместе, следующих 2 вместе провяжу вместе. 2 петли провязала вместе. Далее до конца ряда вяжу все по узору. Это лицевая сторона, провязываю все лицевыми. Пришла в конец ряда, опять 2 петельки провязала вместе, закрыла, убавила. Последняя провязываю вместе с петлей запасной спицы. Перешли на изнаночную сторону. По изнаночной стороне вяжу без изменений. У нас что у нас по изнанке? Узор у нас по изнанке. Так, теперь здесь смотрим, что здесь получилось. Значит, первую снять, это будет у нас провязанная. Угу. Одну сняли, одну провязали, одну сняли, одну провязали. Вяжем до конца ряда. Провязали. Так, кромочную закрываем. Точно так, как мы вязали всю подошву, точно так же буду вязать. Сейчас закрою, убавлю петли и перейду на пятку. Опять перешли на лицевую сторону. Первую снимаю, 2 убавила. И также убавлю в конце ряда. Значит, я убавлю до 9 петель. Если размер 36-37, оставьте 7 петель, даже 5 петель. Вот, ориентируйтесь по своей ширине опять. Значит, так, вяжу, убавляю петли на пятку сейчас. Так, сделала последнюю убавку, все. Теперь больше не надо. Далее продолжаю вязать точно так же, как вязала всю подошву. Закрываю по 2 петельки. Тем же узором. Так, все лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, последняя, 9, 2 вместе. Так, что у нас здесь получилось? Вот сделала убавки и перехожу на пятку. Закончим сейчас вот эти вот, закроем полностью 2 спицы. Если для вас это высокая, допустим, пятка получилась, можно 1-2 раза по 2 петельки вместе закрыть. Так, заканчиваем пятку, довязываем до конца. Довяжем самостоятельно, я к вам вернусь и обвяжем вверх. Довязала пятку до конца, закрываю петли. Одну провязала и набросила. Так, и последние здесь у меня вот 2 вместе, я их провяжу и протяну. Теперь обвязку я буду тоже делать всю основным цветом. Контрастным цветом в этот раз делать не буду. Значит, сейчас по всему верху, по всему следку я наберу петли. Наберем петли. Первый ряд провяжу все изнаночными. Потом буду вязать все по кругу лицевыми петлями. Всего провяжу высоту 10 рядов. Потом по изнаночной стороне это все примонтирую. Петли набираю крючком, потому что здесь плотно, спицы не очень удобно. Значит, если количество петель широко получится, то с каждой стороны равномерно по пару петелек можно будет убавить, провязать вместе. То есть, значит, на 4 спицы набираем петли. И провязываем. У меня будет 10 рядов. Довяжу до конца, замерю в сантиметрах. Опять хотите, если чтобы эта обвязка была повыше, можно провязать 12-14 рядов. Так, вяжем. Провязала я 9 рядов лицевыми петлями. В сантиметрах это 2 сантиметра, немножечко больше. Значит, теперь выворачиваю наизнанку, хотя можно просто переворачивать вот так вот, придерживать и сразу прихватывать, но так будет удобнее, я так думаю. Так, теперь все это перегнули, аккуратно разровняли, чтобы все вот петельки, все чтобы было ровно. Так, теперь первую снимаю. И сразу вот смотрите, первая поперечная петелька. Самый первый наборный ряд у нас был. И вот они вот проходят. И я ее буду подхватывать. Подхватываю. И протянула. Подтянули здесь. Так, опять одну сняла. Вот она подхватила. И прикрепили. Один раз протянула ниточку и второй. Так, по одной приметаю. Примонтирую все петли. Еще раз снимаю. Подхватываем. Все. Так, закончим делать эту обвязку. У меня на этом сегодня будет все. Всем легких петелек. Всем спасибо за просмотры. Всем мира и добра. Пока-пока.